Всем привет! Вы на канале A Frame Story. Сегодня я приехала на дачу, чтобы снять обзор на наш дом, на то, что внутри, снаружи немножко, показать второй этаж, то, что нам с этим домом досталось, посуда, мебель. Я хочу сделать одну небольшую вставочку, потому что нас не было здесь неделя или две, и жизнь живет вообще... Ой, жизнь. Нас не было неделю или две, и дача живет абсолютно активной жизнью. Я хочу показать, что на участке цветет. И уже после этого начнем показывать обзор на дом. Очень важный момент. Моя петличка до сих пор не пришла, поэтому я записываю звук таким, какой он есть. Вы можете слушать природу, птичек, ветер. Но я надеюсь, что вам будет меня прекрасно слышно, поэтому смотрите. Если вы когда-нибудь придете к нам в гости, вы можете не стучать в дверь, можете воспользоваться нашим звонком. Работает он вот так. Ну, в общем, пару раз сделайте, мы услышим и откроем вам дверь. Вещь интересная. Его еще можно пофиксить чуть-чуть, и он вообще идеально будет работать. Так вот выглядит наша веранда, на которую мы заходим с улицы. Сейчас она захламлена, но мы это все будем убирать, у нас пока что не было времени. И будем больше здесь проводить времени. Тут очень много места, тут очень красивые панорамные окна и даже занавески. Мы эти занавески не будем выбрасывать, мы их оставим, они колоритные. Нам нравится. В первую очередь хотелось бы рассказать о таком вот кресле, которое нам досталось. У нас их 2 штуки, они абсолютно одинаковые. Возможно, до нас их уже кто-то переделывал, потому что они достаточно устойчивы, мы постоянно их используем, на них сидим. Лак на подлокотниках потрескался совсем чуть-чуть, и ткань не имеет каких-то серьезных дефектов, ее достаточно просто почистить. Также у нас есть еще такое кресло, и с ним дела обстоят похуже, потому что оно стояло на улице, и какое количество времени мы не знаем. Его мы также планируем переделывать, все это покажем. Надеюсь, с ним не возникнет никаких проблем, потому что, поверьте, состояние у него ужасное. Также я хочу уделить особое внимание своему любимчику, это холодильник ZIL. Он не требует какого-то капитального ремонта, его достаточно почистить, покрасить, убрать ржавчину, и мы остановились на том, что перекрашивать его будем в белый цвет, оставим таким же, просто немножко освежим. Вся фурнитура у него на месте, и со своей функцией заморозки он справляется отлично. Сейчас мы находимся внутри дома. И здесь одна большая гостиная, маленькая кухня и еще одна маленькая комната. Раньше она была детской. Это самая теплая комната в этом доме, потому что там идет труба от печи. Эта сторона солнечная, поэтому здесь можно находиться днем спокойно без света. Очень красиво падают солнечные лучи. За мной находится печь. И я вам сейчас давайте покажу вообще, что у нас здесь как расположено. Это основная комната, я ее называю гостиной. Это, кстати, табуретки, которые я уже отреставрировала, а это тумба, которую мы нашли на улице, и будем ее тоже менять. На самом деле с этой тумбой произошла очень интересная история, потому что она была найдена на помойке. Ее нашла наша подруга во время прогулки с собакой, и сразу же этот экспонат был доставлен прямиком из Пушкина на Яндекс.Такси к нам. Тут 2 дивана, стареньких, но спать можно. Красивый пейзаж. Я не знаю, как назвать эту маленькую комнату, но в последнее время мы ее используем в качестве кинозала. Мы вешаем на этот скос простынь и включаем проектор. В первый день после покупки нашей дачи мы с Ваней спали на этом диване. В тот момент это было безумно страшно, неприятно, дискомфортно, но сейчас я это вспоминаю с таким умилением. Это была одна из самых крутых и смешных ночей.
Здесь у нас второй выход, и мы им практически не пользуемся. Мы точно оставим эти занавески. И раньше здесь была рулонная штора, но из-за старости она пришла в негодность, развалилась, и мы ее не могли собрать. Очень хочется расхламить этот уголок. Я бы избавилась от этой тумбы и комода. Тумба, она стояла в детской, но когда разбираешь диван, там слишком мало места для тумбы, ее приходится постоянно выносить. И она мне как-то вообще не нравится, я от нее с легкостью и радостью избавлюсь. И комод тоже здесь лишний, у нас не так много вещей, и мы вообще не планируем из дачи делать какой-то склад или место хранения всех старых и ненужных вещей, перевозить их сюда с квартиры. За мной сейчас какой-то, я не знаю даже как назвать эту можно конструкцию, там наверху все в шкафчиках, они всегда спокойно открываются, в них очень много места. Здесь тоже шкаф, в котором мы храним всякие мелочи, продукты, которые можно хранить не в холодильнике. В самый первый раз, когда мы приезжали смотреть дом, я сразу же наткнулся в антресолях на чертежи. Вот это сейчас вы видите какой-то концепт, я не знаю. Проект самого дома я не нашел. Есть проект пристройки. Вот здесь абсолютно идентично с тем, что есть вживую. Видно план комнаты, санузла, как бы внешние виды и, собственно, планировка. Я, если честно, был вообще очень впечатлен этим, потому что все это сделано от руки, очень педантично, аккуратно и красиво. Сейчас я постараюсь показать детскую, но тут очень мало места, и вряд ли удастся это сделать нормально. Вот почему это самая теплая комната. Когда топишь печь, тут просто невозможно спать. Мы сюда приезжали зимой и растопили дом до 28 градусов, когда на улице было минус 15. И мы спали здесь, и было очень комфортно. Ну вот, то есть тут прям вообще не развернуться. Вот тоже окошечки интересные. Это кухня. Тоже достаточно маленькая. Я сейчас постараюсь показать по максимуму, как это все устроено. Вот красивый вид на пруд. Мне нравится тюль, но занавески я планирую менять. Также вот эти вот шкафчики для посуды тоже будут поменены. У нас вообще в планах полностью поменять кухню, весь ее дизайн и сделать ее более современной и удобной. Сейчас я хочу немножечко похвастаться посудой, которую нам удалось сохранить. Мы, к сожалению, очень много вывезли в первый день посуды, вещей. Есть вещи, которые мне показались достаточно привлекательными, и я решила их оставить. Когда мы приезжаем на дачу, стараюсь пользоваться этими тарелочками, кружечками. И сейчас я вам хочу показать, такую мелочь, которая у нас осталась, и я безумно люблю эту всю утварь. Меня очень привлекли вот такие вот стаканчики. Я не знаю, каких они годов. Они мне показались привлекательными, интересными, и, по-моему, впишутся вообще в любой абсолютно интерьер. Мы ими еще не пользовались, но я просто максимально рада, что мне удалось их сохранить. Так, следующее у нас это вот такой вот набор. Красивый чайник. Мне понравился цвет. Вообще я поняла, что я кайфую от бордового цвета, потому что я уже говорила о своей безумной, безмерной любви к цвету нашего дома. И здесь вот такой вот чайничек. Кувшинчик для сливок, сахара. Единственное, что не удалось найти крышечку. Нет, не подходит. Кружечки, блюдца и тарелочки. Также сразу, как только мы увидели вот такие тарелки, не знаю, видно или нет, но цвет какой-то. Это как вот незабудки, которые я вот сегодня снимала во дворе. Такие же есть еще большие. Вот, большие выглядят вот так. Ну, согласитесь, это очень красивая посуда. И еще есть два таких бокала. Они настолько тонкие, их было 4. И когда я их мыла, они треснули. Я не думаю, что они треснули от старости. Они действительно очень-очень тонкие. И с рисунком, который на них нанесен, ничего не случилось даже после посудомоечной машины. Кстати, очень интересно, что посудомоечную машину они выдержали, а мое мытье руками здесь нет.
Вот мы и на втором этаже. Что он включает? Значит, здесь такая импровизированная прихожая комната, где есть маленький диванчик, односпальное место, но если при желании можно и вдвоем. Небольшая кладовая, ну как, собственно, еще использовать это пространство. Здесь идет дымоход, от которого при помощи решетки уходит тепло. Вот, они аккумулируются в этой прихожей. Ну и там хранятся разные всякие штучки, которые нам достались от предыдущих хозяев. А в конце уже находится спальня, в которой даже нет света. Светильник находится только здесь, в прихожей. Вот, но там довольно-таки атмосферно, там интересные окошки, и мы с Настюхой, короче, когда тепло, там спим. Помимо всего прочего, здесь на втором этаже есть еще окно, которое находится, получается, в крыше. И сейчас мы вам его покажем. Ну, собственно, окно, про которое я говорил. И открывается вот такой вот вид. Если посмотреть внимательно, видно, что здесь немного прохудились доски. Не все, но часть, на самом деле, какие-то жуки поели. А вот, также здесь, как мы видим, очень много еловых. Как эти штучки называются? Иголки. Иголок. Да, ну и вот такой вот вид открывается на соседний участок. Короче, в этой комнате даже нет света, поэтому очень сложно вот сейчас в вечернее время без фонарика снять и нормально показать. Ну, собственно, здесь есть необычные окна, которые видно на фоне. Они перекрываются такими брусками, которые сделаны с какой-то декоративной точки зрения со стороны дома. Также здесь прикольно, как и по типу на первом этаже, сделаны ящики для хранения. С учетом того, что дедушка, по рассказам, был архитектором на Кировском заводе, и, судя по всему, ну это чисто мои предположения, как-то был, может быть, связан с вагоностроительной темой, но здесь есть отголоски всякой этой истории. Не знаю, с вагоностроительной или все-таки с архитектурой. Ну, короче, интересные вот эти вот моменты. И эти ящики для хранения, ну, чисто тебе в некоторых моментах говорят, что ты как будто бы находишься в каком-то купе. Спальное место, про которое я говорил, здесь небольшая кладовая. Там находится бак. По наружной части дома идет труба. И, грубо говоря, здесь было запланировано такое водопровод за счет энергии солнца. Грубо говоря, бак под крышей нагревался, ну и, собственно, была теплая водичка. Насчет того, насколько целый бак или нет, мы еще не проверяли. Вот, но можно будет ради интереса проверить, потому что он по объему, ну, литров 80, может быть, 60. Ну, собственно, бак, про который я говорил, если посмотреть, то можно увидеть, что от него уходит вниз трубки и вода. Ну, сверху это, естественно, заливалась вода, снизу уходила. Вот, помимо всего прочего, можем наблюдать разные проигрыватели, колонки Вега. Здесь проигрыватель винила. И, если я не ошибаюсь, это москвичевский автомобильный тоже проигрыватель магнитола. Вот, также есть разного рода интересные торшерчики, которые надо будет посмотреть. Ну, я как автолюбитель, когда здесь начал копошиться и увидел такой клад, очень сильно удивился. Ну, естественно, в пристройке сразу же читалось, что дедушка был владельцем каких-нибудь «Жигулей», потому что всякие съемники Шаровых и другие приблуды есть. Но когда мы открыли вот эту нишу, все были в шоке. Сильно большим разбором я еще не занимался, но журналов «Автомир» 20-летней давности, если вы заметите, там еще есть разная утварь. Стулья мы уже, кстати, отсюда доставали. Ну, короче, здесь еще предстоит большая работа по анализу всего этого хозяйства. Здесь были определенные держатели вот этой вот штуки, чтобы было удобно. Но они, к сожалению, немного раскручены. Здесь у нас Автомир, 2003 год. Так, ну что, надо найти что-то про Хонды. Про Хонды, Сивики. Это нас интересует больше всего. Естественно, это дело никто выбрасывать не будет. Хоть отчасти это и макулатура, но
история определенная, поэтому интересно. Очень интересно. Пусто? Страшно. Тебе всегда страшно.